Для работы нам потребуется 2 вида пряжи и 2 размера крючков. Берем более тонкий крючок и начинаем выполнение цепочки из воздушных петель. Она равна объему нашей головы, и обязательно количество петелечек должно быть кратно 3. И так считаем: 1, 2, 3 и продолжаем: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Величину цепочки определяем примерочкой. И теперь нашу цепочку, обращаю ваше внимание, что количество петель в цепочке кратно 3, и я завершаю выполнение, соединяю соединительной в первую петелечку. И у нас получился вот такой объем, необходимый мне для выполнения резиночки. Обращаю внимание, петелечки должны быть достаточно свободными, не затягивайте. Приступаем к выполнению первого ряда. Первый ряд — это у нас столбики с одним накидом. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема, накид на крючок, и в каждую петлю я провязываю по одному столбику с одним накидом. Очень просто. И так выполняю до конца нашего кругового ряда. Я завершаю выполнение кругового ряда, ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Далее я приступаю к выполнению рельефных столбиков и будем вязать с вами резиночку 2 на 1. Выполняем сначала вогнутый столбик. В начале ряда у нас без накида столбик и 2 воздушные петли подъема. И далее 2 выпуклых столбика. Все столбики с одним накидом. Вот таким образом. Далее вогнутый столбик. И таким образом у нас с вами будет получаться красивая резиночка 2 на 1. И опять 2 выпуклых и 1 вогнутый. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда, вводим крючок во 2-ю воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Круговой ряд завершен, и можем приступить к выполнению следующего ряда. Он будет точно такой, как предыдущий. Смотрите, я выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петелечки подъема, и теперь над выпуклыми столбиками вяжу выпуклые, над вогнутым вогнутый. И напомню, мы с вами продолжаем вязать резиночку 2 на 1 рельефными столбиками. Вогнутый, теперь 2 выпуклых, и так до конца нашего кругового ряда. Выполняем такую резиночку на необходимую нам высоту. Мы с вами научились вязать красивую эластичную резиночку 2 на 1. Высоту резинки вы регулируете самостоятельно. И давайте посмотрим, как мы будем выполнять основной узор нашей шапочки. Я подраспускаю соединительную петлю, выполненную в конце ряда. Видите, немножко даже столбик распустился. Сейчас я его довяжу. И буду выполнять соединительную петлю, но только уже захватив 2 вида пряжи, которые я буду использовать. Вот таким образом. Выполнила, подтянула, и далее я меняю крючок. Поскольку у меня разница в крючке большая, здесь аж 7,5 крючок, пряжа толстая. Я продолжаю выполнение и вяжу все точно так же, как выполняла раньше. То есть я выполняю вогнутый столбик без накида. Далее 2 воздушные петелечки подъема. Далее я выполняю накид на крючок. И смотрите, очень внимательно над 2 выпуклыми столбиками я буду провязывать 1. Смотрите, вот таким образом я захватываю столбики и провязываю выпуклый столбик с накидом. Далее накид, и над вогнутым я буду провязывать 1 вогнутый. То есть мы с вами резиночку делаем 1 на 1.
Далее над выпуклыми двумя я провязываю 1, а над вогнутым я провязываю 1 вогнутый. И так я буду выполнять до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Вводим крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Хорошо видно, наш круговой ряд завершен. Я покажу выполнение второго ряда основного узора. Мы выполняем вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петелечки подъема и далее вяжем резиночку 1 на 1. То есть над выпуклыми столбиками мы выполняем выпуклые столбики, а над вогнутыми вогнутые. Вот таким образом. Так мы будем вязать полотно на необходимую нам высоту. И далее я покажу, как мы завершим нашу шапочку. Мы выполнили нашу шапочку основным узором на необходимую нам высоту. И теперь мы промеряем, посмотрим, сколько у нас получилось. Высота нашей шапочки 17 сантиметров. И я могу приступать, мне достаточно, я могу приступать к выполнению донышка. Мы приступаем к выполнению первого ряда донышка. Для этого мы выполняем вогнутый столбик без накида, то, как мы выполняли с вами ранее. И далее очень внимательно 1 воздушную петелечку подъема. Далее накид на крючок, и мы с вами будем провязывать только выпуклые столбики с 1 накидом. При этом будем пропускать вогнутые. Вот таким образом. То есть только над выпуклыми столбиками или лицевыми мы будем провязывать выпуклые столбики. Так мы с вами будем вязать до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение первого ряда донышка. Напоминаю, выполняли выпуклые столбики или лицевые с 1 накидом. И очень внимательно мы пропускаем наши петли подъема, вводим крючок в вершинку столбика и выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен. И мы можем приступить к выполнению второго ряда донышка. Поворачиваем работу поудобнее. И что мы делаем? Мы будем вязать с вами столбик без накида выпуклый. Далее 1 воздушная петелечка подъема, накид на крючок и выполняем выпуклый столбик с 1 накидом. Далее мы будем провязывать 2 столбика с 1 накидом с общей вершинкой. Первый столбик незавершенный и второй. Всегда, когда мы делаем общую вершинку, у нас с вами столбики идут незавершенные сначала. Общая вершинка. И так мы выполняем до конца ряда, провязав первый незавершенный столбик с накидом выпуклый и второй. И общая вершинка. Так до конца ряда вяжем. Мы завершаем выполнение второго ряда донышка. И у нас последний столбик с вами получился просто выпуклый столбик 1. Я его выполнила. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика, выполненного в начале ряда, и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Вот смотрите, уже донышко практически готово. И нам остается выполнить еще один последний ряд. Как мы его выполняем? Я, смотрите, захватываю 2 вершины. В этом случае у меня петля подъема и вершинка столбика. И выполняю выпуклый столбик без накида в начале ряда. Далее 1 воздушная и выпуклый столбик с накидом, захватив вершинку 2 столбиков. И далее, вот смотрите, по 2 незавершенный столбик и
захватываем следующую общую вершинку. Выпуклые столбики все идут, и еще один незавершенный, и общая вершинка. И давайте еще раз я покажу. Общая вершинка двух выпуклых столбиков с накидом, один и второй. Столбиков мало, ряд будет короткий. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Мы с вами заканчиваем третий ряд нашего донышка. Это последний ряд. Выполнила я выпуклый столбик просто с одним накидом. Ввожу крючок в вершинку самого первого столбика, который был выполнен. И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Мне остается обрезать нить и аккуратненько подтянуть иголочкой. Я сейчас покажу, как я это сделаю. Я хочу, чтобы у меня шапочка была двусторонняя. Я выверну, покажу. Поэтому я аккуратненько, смотрите, вот таким образом буду прошивать. И потом просто уберу вдоль полотна ниточку, чтобы у меня не было лицевой и изнаночной стороны. Видите, просто затянулась. Можете еще раз красиво, аккуратно подшить. Нить у нас неровная. Будут вот такие. Все. И можете еще раз просто прошить аккуратно, прямо даже вот так вот по вершинкам, чтобы убрать нить вашу. И все, и вдоль полотна убираете, и ниточку обрезаете. Сегодня мы с вами научились вязать очень теплую, но в то же время простую шапочку. Выполнили донышко вот такое. Вот такая у нас с вами красивая шапочка получилась. И на что хочу обратить ваше внимание. Шапочка у нас двусторонняя. Вы можете таким образом ее носить. А можете взять, вывернуть. И у вас будет необычное донышко. Видите, вот такое в виде таких кружочков. И шапочка будет смотреться вот так. Хорошо будет смотреться на головке, очень интересно, красиво и очень-очень тепло вашим ушкам будет и голове. Теперь посмотрим размер нашей шапочки. Смотрите, в свободном состоянии шапочка подойдет на размер головы 52. Но поскольку у нас с вами очень эластичная резиночка, то есть видите, да, до 60. Причем я не сильно тяну, а достаточно свободно. То есть шапочка подойдет на размер головы от 52 до 60. Будет хорошо прилегать за счет резинки объемной и хорошо смотреться. Подписывайтесь, не забывайте писать, что у вас получилось, ставить лайки. И творческих вам успехов!